Всем привет! Я рада приветствовать вас в этот прекрасный сентябрьский день на своем канале. И сегодня хочу просто поболтать с вами. Но просто да не просто, а именно буду рассказывать о своих вчерашних похождениях по рынкам, по парфюмерным различным ларечкам, лоточкам и прочим местам, где можно что-то понюхать, протестировать и увидеть какие-то новые для себя ароматы, чему я очень рада, что есть такая все-таки возможность в моем маленьком провинциальном городке. И вот эти ароматы, которые вы видите перед собой, речь пойдет сегодня, в принципе, не о них, то есть они не будут главными героями, но они тоже будут упоминаться. Так что, если какой-то из них вам интересен хоть немного, то оставайтесь со мной, и немножко я тут буду их тоже затрагивать. Итак, вчера я была, те, кто хотя бы смотрел какие-то видео на моем канале, я не знаю, смотрел ли кто-то, несколько из них, но, скорее всего, на моем канале случайные люди заходят, и, в принципе, никто, наверное, не следит пока что именно в последовательности за моими видео, но тем не менее. Если вдруг кто-то смотрел что-то, тот знает, что я хожу частенько и на блошиный рынок, картавлю. Иногда не могу прям четко разговаривать, но буду стараться. В общем, хожу на блошиный рынок, так называемую барахолку, и также и на обычный теперь тоже захаживаю по поводу именно парфюмерии. Чего я раньше особо не делала, считала, что там вообще ничего нет. Может быть, там раньше и не было, а последнее время стало появляться. Вот. И что же вчера происходило? В общем, пошла я вначале на барахолку, и вот иду, так сказать, гуляю, смотрю, что где продается, и вроде бы уже дошла до конца. Там, где обычно я покупаю миниатюрки, там ничего интересного не было. Как-то все одно и то же в последнее время, ничего нового не появлялось, и я как-то так надолго там не задержалась. Дохожу до конца, и что же я вижу? Вижу, что продается 2 больших флакона у одного продавца по 90 по 100 мл. В общем, Chanel аромат Coco Mademoiselle, версия Intense 2018 года, как я потом посмотрела, и Эль Saab Eau de Parfum Royal. И все это в таких больших флаконах, и довольно-таки там почти полные флаконы, можно сказать. Возможно, где-то по 10 мл там от силы использовано. Вот. И, конечно же, тут у меня начинает хомяк мне рассказывать мой парфюмерный о том, что это было бы неплохо заиметь. Про этот парфюм Эль Saab неплохо отзывались блогеры, которых я смотрела и смотрю сейчас. Хорошо о нем отзывались, думаю, это что-то вроде как неплохое. Coco Mademoiselle — это вообще классический аромат, и Chanel нет еще в моей коллекции каких-то больших, таких полноразмеров нет у меня. Тоже как бы можно было бы. И цена более-менее приемлемая. Не настолько, конечно, приемлемая, чтобы прям хватать и бежать, как бы, потому что цена, скажем, не прям бюджетная, но сопоставима с той ценой, за которую можно, кстати, купить какой-то флакончик, где-то 30-очку, 50-очку, именно в новом флаконе, не начатом, не БУ, скажем так. Или там добавить какую-то 1000, и точно можно купить аромат именно новый. И там какой-то будет даже выбор, можно будет выбрать. Вот. Так что цена, в принципе, не так, чтобы прямо бюджетная. Цена, в принципе, для Chanel, конечно, цена бюджетная, надо сказать. Chanel стоит дорого, поэтому такой бренд не дешевый. Поэтому для Chanel, конечно, цена очень хорошая была. Для Эль Saab это не слишком бюджетно. Вот. И начинаю я тут думать над этим, не взять ли мне эту Chanel за эту сумму, вроде как и выгодно, и все, но как бы я, конечно, решила себя так одернуть вовремя и сказать себе: так, подожди, остановись, не спеши. Хомяка нужно куда-то как-то засунуть подальше, чтобы он немножко свой пыл поумерил. И постаралась я себя сдержать. Что у меня, в принципе, успешно получилось, но стоило мне, конечно, больших моральных усилий, потому что, конечно же, хочется, конечно, флакон, хочется
Хоть и недавно я купила вот этот себе Монталь, вот этот Honey Oud. И я тогда сказала себе, что все, вот на осень мне теперь точно хватит полноразмерного аромата, то есть не стоит много покупать. Финансы поют романсы, скажем так, и не надо слишком затариваться, тем более пользуюсь я по чуть-чуть ароматами, я не много пшиков не наношу на себя, потому что меня тогда саму душить начинает, ну и как бы все такое, ну и много всяких остатков, ну то, что вы видите, и еще там куча всего в шкафах, в коробках, поэтому думаю, все. Ну, тут, конечно, соблазн был велик, так как Шанель все-таки, да. Ну, понюхала я из крышки эти ароматы, Coco Mademoiselle. Ну, так, чтобы сильно меня впечатлило, не скажу. Как-то, чтобы сильно заинтересовало. Ну, конечно, это все так на ходу, на бегу, можно сказать. Вот это, что я там понюхала эти ароматы. Ну, вот этот Элисап, кстати, такой он более, вроде в первых нотах, то, что я почувствовала, то, что он более свежо звучал, чем Coco Mademoiselle. Как я уже потом увидела на фрагрантике, что эти ароматы даже чем-то схожи, их даже где-то и сравнивают между собой, поэтому вот как-то так получилось, что продавец вынес, видимо, это не ее самое любимое направление, и она решила их продать, избавиться от них. Ну, вроде как флаконы были оригинальные, насколько я что-то в этом понимаю, выглядели они прилично вполне, такие хорошие, красивые, блестящие, ничего указывающего на подделку я не заметила. Вот, конечно, это нужно более подробно гуглить, если покупать что-то, то нужно более подробно смотреть, как выглядит оригинал. Ну, мне как бы это подделками не показалось с первого взгляда. Ну, в общем, сами ароматы, так, чтобы сильно заинтересовать, то не могу сказать, что сильно заинтересовали как-то, ну, нет. Это, конечно, не какое-то современное направление, вот как Монталь, вот это, да, тут Oud, мед. Вот это сейчас, конечно, больше меня интересует, такие парфюмы, которые больше унисексовые, где-то в мужскую сторону, какие-то табачные. Вот самые большие объемы, которые у меня на данный момент есть, это вот этот Mugler Innocent называется. Это такой аромат. Ну, довольно интересный. Тут лист смородины присутствует. Он такой сладко-свежий. То, что я вот ощущаю, такой сладко-свежий. И довольно-таки вроде бы и не банальный, но в то же время вот он мне как-то поднадоел. Первое время я так с удовольствием попользовалась. И когда Отливантик у меня всего лишь был, тоже так с интересом пользовалась. Хотя тоже в первый раз он задушил меня, когда я нанесла его. Потом очень заинтересовал. Я стала прям как-то вот пытаться приручить его. Потом, в общем, купила этот флакон и теперь пользуюсь довольно редко, потому что как-то у меня интерес к нему вот прошел. Поэтому вот большие флаконы как-то мне, ну, именно мне невыгодно покупать, потому что я много пшиков, во-первых, не наношу на себя, во-вторых, я каждый день пользуюсь разным другим ароматом, какой-то для себя выбираю другой, я не могу 2 дня одним и тем же пользоваться. Так же, как и вот этот у меня Ultraviolet стоит, Paco Rabanne, тоже купила я его после разнашивания от Левантика, тоже мне так понравился, такой жизнерадостный, фиалковый. Такой прям интересный аромат, не банальный, хоть он и тоже из прошлого, из 2000-х, но такой вот он очень довольно-таки необычный и интересный. Поэтому тоже купила. В итоге, посмотрите, сколько я тут всего лишь использовала. Так же, как и здесь, видимо, где-то не больше 10 миллилитров. Ну, в итоге вот расстроилась, заплакала так где-то в душе, где-то мой хомячок заплакал. Вот, ну, потом утер он слезки и поехал на другой рынок. Там, что было там, да. Вот, в общем, для того, чтобы отвлечься от всего этого расстройства, всей этой драмы и трагедии, я начала тоже там тестировать ароматы в одном из лоточков, там, где продают. Я еще, кстати, к этому лоточку не подходила. Первый раз подошла к нему. Там такая девушка молодая, приятная, продавец. И вроде как она что-то и понимает в ароматах, вроде бы что-то там у нее и было, и есть, как она стала мне рассказывать. Ну, хотя даже названия брендов некоторых она не, вроде как-то необычно произносила, мне как-то резануло слух, но суть не в этом. Ну, в общем, такая приятная девушка. Вот, и на тему парфюмерии так слегка как бы подкована, скажем так. Вот. И, получается, попробовала я там
Что там было? Там было несколько оригинальных флаконов в ограниченном таком количестве, штук там, не знаю, 6 или 8 было ароматов. Ну, были там, естественно, копии разные тоже. Также Avon Oriflame были ароматы, Faberlic. В общем, такая сборная солянка в этом лоточке, ну, как и везде у нас сейчас в городе. Вот. Ну, на любой вкус, в общем, и на любой кошелек. И попробовала я там аромат Libre. Да, даже мне брызнули на руку из пробничка. Вот, и был там флакон 30 мл. По-моему, что-то около 6000 стоит. Или 25, как там он идет, не помню. В общем, небольшие там все флаконы такие были, 30-25. Ну, в общем, что я могу сказать про Libre. Вот у меня тут стоит Монгерлен. Вот такой тут остаточек во флаконе. Монгерлен мне нравится больше. Он тоже с лавандой. В общем, что-то есть общее в этих ароматах. В общем, Libre, он такой в старте такой вот резкий, резко слад. Ну, как бы и резкий, и в то же время и сладость там проявляется. Или такая вот какая-то амбровость, что ли, какая-то такая вот сладость, такая мягкая и амбровая, мне кажется. Но резкость лаванды тоже присутствует. Но аромат такой, не сказать, чтобы слишком сложный. Я нанесла вот этот Libre на одну руку, на другую мне нанесли Mugler Alien Goddess. В общем, этот Alien Goddess сразу мне показался более приятным, чем Libre. Потом, когда я походила с этими ароматами, в итоге, конечно, этот Alien Goddess ушел прямо в такую сахарную сладость. И стал он похожим на вот эту вот Олимпию. Когда я дома уже сравнила, да, он оказался очень похожим в своем раскрытии и в базе на Олимпию. Это просто какой-то жженый сахар, какой-то, я так понимаю, Лавиабель тоже в эту тему. Аромат, если я не права, то поправьте меня. В общем, сплошная такая жжено-сахарная сладость. Вот. Это был Alien Goddess. Сразу понравился, оказался таким приятным, интересным. Но потом в итоге эта сладость как-то начинает душить и как-то не очень приятно. И я не понимаю, почему его назвали Alien, почему он входит в эту линейку, если в нем даже нет вот этой жасминовости, да, характерной. Вот у меня тут стоит Alien Flora Futura. Мой аромат, который такой более облегченный, более облегченная версия Алиена. И он вот в нем это жасминовость, она от начала до конца слышится. Такого нету, чтобы он ушел прям в... Он не сладкий. Ну, тоже есть в нем немножко амбровая вот эта составляющая, но вот этой жженого сахара в нем вообще нет. А вот тот Goddess, я не знаю, там жасминовости особо и не чувствуется. Может быть, в самых первых нотах немножко там что-то, может быть, есть от настоящего Алиена оригинального, да? То есть, если вот этот Flora Futura, он прямо в нем ДНК Алиена четко прослеживается, то тот аромат Goddess, он там просто вообще, я не услышала ничего. Там от оригинального Алиена, вот этого жасмина вообще в нем и как-то и не пахнет, скажем так, этим жасмином. Поэтому не понимаю, для чего он бы мог быть самостоятельным ароматом, зачем его в эту линейку включили, как-то не совсем непонятно. Вот. Ну, а Libre в итоге, конечно, тоже он не особо такой сложный аромат, особым каким-то раскрытием не отличился. Возможно, конечно, в прохладную погоду он будет поинтереснее, потому что вчера, конечно, если честно, был очень жаркий день, и я еще вот на это, наверное, могу грешить, на то, что эти ароматы так меня придушили и не понравились, потому что была жара все-таки. Но Libre все-таки в итоге оказался более интересным, в нем хотя бы вот эта начальная прохладца и вот эта остринка лаванды в нем хотя бы в начале присутствует. И хоть она и делает его немного таким, скажем, порошочно-мыльным, но хотя бы придает ему какую-то интересность в моих глазах. В отличие от этого Алина Goddess, который вообще как-то ничем вообще не, в итоге, получается, не цепляет, так как просто уходит тупо в сладость. И просто ноты жженого сахара. Что еще там было? Еще там Кристалл Нуар от Versace. Я тоже первый раз из крышки понюхала, пробника не было, поэтому... Вот. Ну, из пульвика он показался мне каким-то таким интересным, необычным.
Не поняла я как-то, о чем он, что вроде бы такое тихое звучание. И, ну, как говорят вот по отзывам, да, он вроде как солено-сладкий. В крышке там действительно был, опять же, запах вот этой олимпии, этого попкорна, жженого сахара. Это было в крышке. Из пульвика вроде как что-то поинтереснее звучало. Если, конечно, в раскрытии и базе он будет той же самой олимпией, это, конечно, будет ужасно и большим разочарованием. Так как вчера я, придя домой, нанесла олимпию на руку, и просто к вечеру у меня жутко разболелась голова, это просто какой-то был кошмар. Так как и на одной руке у меня был жженый сахар нанесенный, на другую я нанесла олимпию. С ним вообще перебарщивать нельзя, я не знаю, только намазом куда-то эту олимпию, не знаю, под коленку, на пятку, куда наносить, чтобы он не душил. Вот. Так вроде бы он кажется приятным, вот из пробника, да, сейчас понюхаю. Ой, господи, ну это, конечно, ужас, не знаю, это надо, наверное, на полметра вот так отставить, чтобы его понюхать, и он был приятным. Ну, хотя иногда хочется этого, не скрою, да, иногда такой есть грешок, хочется иногда вот этой сладости. Но все-таки, видимо, не каждый день, и не в жару, и не в таких количествах. Поэтому вот Кристалл Нуар как-то под вопросом у меня, стоит ли его как-то что-то о нем вообще думать, раздумывать и читать отзывы, потому что в крышке был тот же жженый сахар. Будет ли он как-то интересным? Но из пульвика был интереснее. Вот кто знает, скажите, кто им пользовался, что в нем вообще, чем он может заинтересовать, чем он может зацепить. Есть в нем вообще что-то интересное? Или же вот тоже такая банальная будет сладость? Что-то как-то мне вчера вообще так эти сладкие ароматы, прям я возненавидела их к вечеру ближе. Вот. И что, для чего я тут притащила это все? Ну да, вот знаете, вот как бы если говорить про сладкие, вот я вчера тоже так открыла свой шкафчик и смотрю так на это все, думаю, ну, кстати, вот этот Далял, да, вот почему я его притащила, потому что даже если вот его сравнивать, да, его звучание даже будет интереснее, чем все эти, вот он такой какой-то кисло-сладкий, в нем такая на старте кислинка есть. Там, получается, апельсин или мандарин присутствует в верхних нотах, какой-то цитрус. И он дает тут реально такое интересное такое звучание. Вот он, сладость в нем тоже я как-то сравнивала с олимпией, что вроде как вот эта ириска похожа. Не ирис цветок, а именно сладость ириска конфета. И что-то вроде как есть, но это такой более кисленький, такой вот. В нем вот эта кислинка присутствует, и она делает его намного интереснее, вот, чем даже олимпия. Вот казалось бы, да, вот это дешевое, вот кажется, вот этот дешевый ролик, вот это что-то вообще какая-то арабская дешевая штука. Конечно, сейчас она там стоит уже недалеко не 100 рублей, а уже все 300, а то и 400 кое-где. Ну, казалось бы, как эта дешевка может быть лучше каких-то люксовых ароматов? Так вот так вот очень просто. Получается так, что вот этот Далял, вчера я когда его понюхала, я поняла, что он лучше звучит, чем вот этот Libre в Сен-Лоран. Интереснее, вот этот вот будет интереснее. Он лучше, чем Олимпия. Ну и на этом, наверное, из этих представителей. А он лучше, чем Alien Goddess. Получается, вот эта вот штука интереснее. Для меня, на мой нос, как бы, для меня, конечно, все это субъективно. Кто-то может со мной не согласиться, это нормально. Но вот он для меня, ну, интереснее. В нем есть вот это что-то, что цепляет. Вот эта приятная гурманская сладость в нем. Но это не жженый сахар, это все-таки вот в нем от начала до конца вот эта кислинка присутствует, как бы все равно вот она не дает ему уйти, в нем нет этого жженого сахара просто. В нем ириска такая, она обычная, не жженая. Поэтому он для меня интереснее. Вот такой вывод я сделала про эти, может, которые были когда-то новомодными. И вообще как-то не впечатлили. Хотя флакон, конечно, у Libre очень красивый флакон. Это, конечно, да, красота, прелесть. Но сам запах, может быть, в прохладную погоду, повторюсь, он будет поинтереснее. Ну и, конечно,
Что хочу сказать вот про этот Монталь снова Honey Oud, что сейчас, конечно, мне тоже вот после того, как я этот Коко Мадмуазель, да, попробовала, могу сказать, что этот Монталь меня зацепил даже из пульвика, когда первый раз его ощутила. Тоже была жара на улице, и не особо так было что-то слышно из этого флакона. И брызгать его тоже понятно, что не протестируешь на рынке. Вот. Но даже он как-то мне интересным показался даже с первого раза, со второго тоже. А вот эти почему-то Коко и Элисаап, ну, как-то, вы знаете, как-то то ли потому, что мой мозг сразу начал уже отрицать эту покупку как ненужную, то ли из-за этого они мне показались неинтересными, то ли же наоборот, то, что они не зацепили меня именно альфакторно, да, то ли уже это дало повод для того, чтобы как-то отказаться от этой спонтанной покупки. Ну, вот как-то так. Вот, да, этот Монталь, он является представителем уже более нового направления, да, более сейчас модного в парфюмерии, более трендового. Ну, хочется, конечно, иметь такие ароматы, да, хотя бы один-два, которые не классические, скажем так, а уже более такие новомодные. Хочется и такое направление, конечно, иметь в коллекции. У меня маленькая скромная коллекция, так ее называть даже и немного как-то нельзя назвать это прям коллекцией. Ну, такой вот сбор всего понемногу, скажем так. И что еще хочу сказать вот про, допустим, вот этот Дюпон. Я тоже так пришла домой, думаю, боже, ну вот это, да, эта сладость, конечно, давит, душит и надоедает в итоге, да. И даже вот такие вот мшистые, горькие ароматы, вот сейчас мне хочется больше. Хочется больше таких. И я поняла, что все-таки классика вот этого направления, она мне даже сейчас вот в сентябре, в такую погоду, вот мне хочется больше вот чего-то такого прохладного. Вот этот переходный период, да, перед зимой, возможно, зимой снова захочется сладости и всего такого гурманского направления. А сейчас вот именно хочется чего-то такого прохладного. И вот этот Эсти, даже если бы был вот флакон, продавался бы Эсти, наверное, его бы я и то бы, наверное, больше бы рассмотрела к покупке, чем вот то, что я сегодня увидела. Вернее, не сегодня, вчера. Вот я потом пришла и начала тоже так вот немного перенюхивать то, что у меня есть в шкафу. И вот этот Эсти даже, ну вот он настолько какой-то необычный для современного, да, носа, для современных наших вот представлений о том, что модно и приятно. Даже этот Эсти как-то интереснее и необычно звучит. И вот этот тоже дюпончик, он хоть и на коже мне не так сильно нравится, как из бутылочки нюхать его, но он такой табачно-свежий, табачно-зеленый, такой как бы немного и прокуренный, немного и фруктовый, немного и какой-то... Он мшистый такой, вот в нем мох, конечно, ощущается. Вот в нем как-то вот все так вот интересно закручено. Ну, конечно, я не рекомендую его без теста покупать никому, ни в коем случае, потому что это все-таки на любителя. И мне понадобилось немало времени, чтобы его понять и полюбить в итоге. И что хочу сказать, что вот это сейчас мне интереснее, это направление, чем вот эти вот сладкие ароматы. То ли они уже надоели мне, то ли какая-то вот от них усталость настает. Хотя у меня-то их и нет в таких полноразмерах, чтобы ими обливаться. То ли слышу их от людей, я не знаю, в чем дело, но не хочется мне этого жженого сахара, вот не хочу. И даже вот эти вот, как Элисап и Коко, тоже вот как-то не знаю. А вот такие бы с удовольствием бы, наверное, рассмотрела бы к покупке. Вот больше такие вот прохладные более ароматы, как вот эти, как Эсти, как Дюпон. Хотя, да, есть в продаже у нас в одном из магазинчиков есть этот Дюпон в большом размере, но, конечно, в таком большом флаконе, как там даже 50-ка, я, наверное, его, конечно, не куплю, потому что, ну, не нужно мне так его много.
Ну вот Эсти, если бы был, да, рассмотрела бы, наверное, потому что вот он такой необычный, и хочется иметь в коллекции вот такого представителя, чтобы им так как следует попользоваться, не только из пробничка там намазом, а именно конкретно попользоваться и так по утрам наносить для такого освежающего, да, эффекта. Ну и такой как Дюпон, вот мне как для знакомства миниатюры пока достаточно, но вот это направление как-то хочется мне сейчас больше в сентябре этим пользоваться. Вот. В общем, такие вот сделала выводы. Такие копии там были также на рынке, что увидела, там были копии нишевых ароматов. Ну, так, чтобы сильно что-то впечатлило, вроде бы и нет. Что еще там было? Ну, в принципе, я, наверное, все описала. Что самое такое интересное? Там была африканская кожа от Мемо. Это в копии была. Ну, такой свежий какой-то, тоже специевый, наверное, такой, более такое новомодное направление. Ну, знаете, вот как мне сказал продавец, вот насчет стойкости этих копий, она говорит, ну, мы можем, я даже могу вам нанести на руку, и вы вот убедитесь в их стойкости. Но когда действительно я брызнула на руку, и потом приехала я домой, это буквально час всего прошел, наверное, после того, и уже у меня на руке просто, ну, ничего не осталось от этого аромата практически, там, ну, вообще очень отдаленно. Поэтому не убедилась я никак в их стойкости и, наверное, уже тратить на это деньги я тоже. Да, в общем, какой можно сделать вывод? Вчерашний день, конечно, доставил мне немножко таких и разочарований, и грустных моментов немножечко, но что я могу сказать, что все-таки не нужно делать спонтанные покупки. Иногда, конечно, очень хочется, очень есть большой соблазн это сделать. И иногда, конечно, надо себе позволять, да, не без этого, девчонки и мальчишки, да, я понимаю, что без этого не обойтись, но не каждый раз, и все-таки какие-то покупки должны быть обдуманными более с точки зрения практичности, с точки зрения использования каких-то вещей, да, нужно просто подходить к этому более рационально и думать о том, будем ли мы пользоваться. К выводу, к тому, что моя, в принципе, небольшая скромная коллекция, она на данный момент довольно, я считаю, сбалансирована, и есть разные в ней направления. Ну, конечно, какие-то направления отсутствуют, и хочется мне заполнить кое-какие пробелы, как, например, кожаные ароматы. Вот с нотой кожи как-то у меня как-то они выпали из поля зрения. Их не так уж и много вообще существует, насколько я понимаю, насколько я знаю. Но хотелось бы мне, знаю я некоторые ароматы с этой нотой, которые мне бы очень бы не помешали бы и порадовали бы меня. Например, как Келли Калеш аромат, ну, скорее всего, в парфюмированной воде. Был у меня от Левантик, конечно, идеальный кожаный аромат. И он и нежный, и немного такой, немножко и брутальности, ну, самую малость в нем есть. Такие пока мысли, чувства, ощущения. Расскажите, что вы планируете, где вы бываете, где покупаете парфюмерию. Давайте пообщаемся в комментариях. Всем удачи и пока-пока.